Сяо Янь обрел мощного союзника, его предок Сяо Чэнь, младший брат Сяо Сюань. На уровне святого 5 звезд он будет сильнейший в команде Сяо Яня, да и в альянсе тоже. Пламя очищающего лотоса очень коварно. Сяо Янь сумел сломать иллюзию и узнал все тайны тумана кошмаров благодаря святому из той самой карты. Он был прежним хозяином этого пламени и, естественно, лучше всех о нем знал. Строго говоря, без его помощи вся группа Сяо Яня, а также остальные, включая экспертов Зала Душ, действительно стали бы огненными рабами. Итак, пламя лотоса очищения явило себя в форме человека, эксперта на уровне святого 6 звезд. Никто из пришедших не смог бы победить его в одиночку. Оно было не только хитрым, но и жестоким, легко уничтожив, взорвав всех ниже уровня святого. Кроме того, как показали в конце серии, он явил своих рабов пламени, 10 святых с 1 звезды по 3. Они все святые. Сяо Янь задержал дыхание, когда посмотрел на 10 человеческих фигур. Все эти люди оказались рабами пламени. Но самое шокирующее оказалось то, что все они являлись святыми. Сильнейший раб обладал силой святого 3 звезд продвинутого уровня, а слабейший – святой 1 звезды. 10 святых – это уже серьезная угроза. Все были поражены мощной группой очищающего пламени, даже глава Зала Душ нахмурился. За сотни лет многие сильные эксперты устремлялись сюда ради поглощения пламени. К сожалению, все они стали его послушными рабами. Глава Зала Душ посмотрел на мощную группу. Само пламя достигало способностей святого 6 звезд, в то время как его приближенные обладали силой святого от 1 до 3 звезд. Подобную силу даже Зал Душ не сумел бы предоставить. А он быстро предложил: «Внимание! Неважно, какие были разногласия между нами, мы обязаны объединиться, если хотим выжить!» Хотя мерзкая репутация Зала Душ уже никогда не сможет смыться, но его слова имели смысл. «Что нам делать?» – спросила Сюнер. Сяо Янь ответил: «Мы последуем предложению главы Зала Душ. Сперва нужно справиться с очищающим пламенем демонического лотоса». Все, кто согласились объединиться, желали завладеть пламенем. Но даже если и так, самое важное – выжить. А чтобы этого достигнуть, нужно его одолеть. Индивидуальные сражения стали невозможны, сотрудничество стало жизненно необходимым. Таким образом, глава Зала Душ Хунь Мишень, Цзэянь и Гунаньхай вместе с 7 могущественными Даошен вступили в хаотичную битву с пламенем очищающего лотоса. В то время как Сяо Янь, Гусюнер, Хунь Фэн, Хо Сюань и Яо Тянь с остальными сражались против 10 огненных рабов. Битва была ожесточенной и равной по силам. Глава называется «8 святых против демонического пламени». Хунь Мишень сказал, что лишь те, чья сила достигла уровня святого 4 звезд, нападут вместе с ним на очищающее пламя лотоса, а остальные займутся рабами пламени. И это было логично. Лишь сильнейшие могли выдержать удары святого 6 звезд. Такой силой обладало пламя. Сяо Янь велел Цзэянь и Гунаньхаю быть осторожными и в любой момент ждать коварства от Зала Душ. Цзэянь и Гунаньхай кивнули. Они понимали сложившуюся ситуацию. Если не проявлять бдительность во время битвы вместе с Залом Душ, то от них ничего не останется. А что насчет Сяо Чэня? Поможет ли он в этой битве? Так как он сам недавно был рабом пламени, он не мог присоединиться к атаке на очищающее пламя лотоса. Как только он приблизится, печать Сяо Яня лишится силы, и тогда он снова попадет под его контроль. Поэтому он остался в стороне в качестве козыря. Сяо Янь волновался о людях Зала Душ даже больше, чем о пламени. Заместитель главы и Хунь Фэн все еще были неподалеку. Сяо Янь обязан проявлять к ним бдительность. Сяо Чэнь кивнул. Выжив на протяжении 1000 лет в иллюзии, темперамент Сяо Чэня стал более спокойным. Его одиночество взревело с новой силой, когда Сяо Янь рассказал ему об уничтожении клана Сяо. Сяо Янь не сомневался в его могуществе. Даже комбинации сил Цзэянь и Гунаньхая не хватило, чтобы одолеть его. Если взвесить его силу, то он окажется сильнейшим экспертом в пространстве очищающего пламени. Даже глава Зала Душ не сумеет определить настоящую силу этого человека. Именно он сумеет защитить группу Сяо Яня от неожиданных последствий. Сяо Янь осмотрелся. В целом, 8 человек обладали силами святого 4 звезд и выше.
Раз Сяо Чэнь не способен принять участие в битве, то лишь 7 сразятся с очищающим пламенем Лотоса. Данная сила уже поразительна. 7 святых 4 звезд против очищающего пламени. Неплохо, верно? Итак, глава Зала Душ уже взял на себя инициативу, выступив первым. Остальные эксперты тоже приблизились и заключили в круг очищающее пламя Лотоса. 7 святых 4 звезд. Лишь ауры этих экспертов достаточно, чтобы шокировать мир. Мощь их командной работы трудно представить. Мужчина в белом стоял и улыбался. Улыбка его не предвещала ничего хорошего. Алебарда демонического пламени. Он сжал руку, устремив длинное белое копье пламени. В глазах главы Зала Душ вспыхнул блеск. «Атакуем вместе!» Черная Доуци вырвалась из его тела. Зиян и остальные эксперты не смели пренебрегать атакой очищающего пламени. Они высвободили Доуци, формируя множество могущественных атак. Столбы пламени взорвались. 7 человек попятились назад. Половина одежды Явангуя и старейшины из клана Ши сгорели, из-за чего внешне они выглядели плачевно. Их вид ясно показал, что несмотря на их количество, 7 экспертам не удалось получить преимущество против очищающего пламени Лотоса. Ладонь великой катастрофы. Мужчина в белом сжал руку. Из магмы вырвалась громадная рука. Она схватила 7 экспертов прежде, чем они сумели отреагировать. Через секунду послышался шум всплеска, когда рука магмы упала вниз. Муравьи. Эксперты наблюдали за их сражением, но в итоге они шокировались лишь сильнее. 7 практиков, достигших силы святых 4 звезд, в жалкой манере выступили против очищающего Лотоса. Несколько жалко выглядящих людей взлетело ввысь. Выглядели они недовольными. Все они являлись высшими экспертами центральных равнин. Но когда их вообще кто-либо так разбивал? Мы видим ранения на лице Цзиянь, Гунаньхая и остальных. Глава Зала Душ мрачно прокричал: «Товарищи, если мы продолжим сдерживаться, то у нас не появится и шанса на атаку». Все дело в том, что каждый из 7 не выкладывался на максимум. Они жалели силы, храня их на особый случай. Но ведь это он и был. 2 жестокие атаки демонического пламени заставили их испытать немного ранений. Сперва нам стоит его победить, а уж потом решим, что будет дальше. Все стали серьезнее. Могущественные необъятные ауры 7 личностей резко возросли. Цзиянь задрожала, а затем по пространству прогремел драконий рев. Она превратилась в дракона Феникса размера в несколько сотен метров. Махнув огромными крыльями Феникса, она вызвала ряд торнадо. Глава Зала Душ смотрел на трансформацию Цзиянь. Он был изумлен. Но, моргнув глазами, он отбросил посторонние мысли и стремительно завершил печать. Необъятная и могучая Доуци вырвалась из его тела. Кажется, в этот момент он приготовился сражаться изо всех своих сил. Оставшиеся 5 экспертов сжали зубы и перестали сдерживаться. В небе собрались темные облака и загремели молнии. Даже море магмы начало громко шуметь. 7 святых готовы показать свое истинное могущество. Мужчина в белых одеяниях удивленно вздернул бровь, ощутив их ауры. Он холодно рассмеялся. А вот теперь становится интересно. Рабы пламени, прикончите остальных. Пламя в форме человека повернулось в сторону группы Сяояня вдалеке. Он отдал приказ. 10 рабов святых наконец открыли свои глаза. В них зажглись огни светло-кремового пламени. Без всяких колебаний они устремились в атаку. Пространство демонического пламени погрязло в хаосе. «Отступаем!» Серьезные выражения появились на лицах экспертов возле Сяояня, когда рабы пламени устремились на них. Многие испугались, так как рабы не знали ни боли, ни усталости. Гусюнер, Сяоянь и их товарищи не стали бежать в сторону большого скопления народа, а наоборот нашли более пустую область. Заместитель главы Зала Душ был очень уверен в себе и не паниковал. Учитывая свою силу высшего уровня святого 3 звезд, он презрительно смотрел даже на сильнейшего раба пламени. Поэтому он совершенно не переживал по поводу 10 святых. Кунь Фэн велел ему: «Заместитель главы, не нападайте первым. Мы сразимся, если они нападут на нас. В ином случае просто понаблюдаем за представлением». Замглавы лишь ехидно усмехнулся. Он с недобрыми намерениями смотрел на группу Сяояня. Остальные эксперты быстро собрались группами. 10 рабов пламени разделились. Каждый из них полетел в свою сторону, найдя себе противника.
трое рабов направились к команде Сяо Янь. Сильнейший среди них обладал силой святого 2 звезд высшего уровня. С ним будет не так уж сложно справиться. Сяо Янь взял на себя этого святого раба 2 звезд, а Гусюнер второго раба, святого 2 звезд начального уровня. А первый старейшина башни эликсиров и остальные взяли третьего раба пламени. Тот обладал силой святого 1 звезды. Сяо Янь явил могущественную Доу Ци, а затем призвал тяжелый меч. Пламя на теле раба будто обладало собственным интеллектом, так как преобразовалось в рот и захотело укусить Сяо Янь. Что за странное пламя? Сяо Янь не мог позволить демоническому пламени проникнуть в свое тело. Он поднял обе ладони и затем обрушил на спину врага 2 сферы черного цвета. 2 удара техникой Великой Небесной Ладони Созидания. Невероятно могущественная сила отбросила пламя с поверхности его тела. Однако такая атака не сумела значительно навредить рабу, так как он не обладал чувствами. Но как только пламя раба исчезнет, его сила значительно упадет. Пока Сяо Янь разбирался со святым 2 звезд, Гусюнер и первый старейшина уже получили видимый результат. Их силы намного превосходили способности их противников. Добавить еще могучие техники Доу Ци, они получили преимущество в бою с самого начала. Во всем небе разгорелись пылкие битвы. Конечно же, самая разрушительная битва происходила в самом центре. Сражение между 7 святыми 4 звезд и очищающим пламенем лотоса. Хунь Мишень, Цзэянь и Гунаньхай знали, что если они не усмирят пламя, то станут его рабами. Поэтому они бросились в бой изо всех сил, сжигая часть своей сущности, чтобы усилить свою боевую мощь. После того, как Хунь Мишень применил запечатывающий массив или формацию небесной сети демонов, Цзэянь и Гунаньхай преуспели в подавлении истинной формы пламени лотоса. Хотя пламя пыталось сопротивляться, оно было полностью запечатано. Даже его человеческая форма была рассеяна запечатывающим массивом, а его источник был скован черными столбами. Нас ждет очень интересное сражение столь многих сильных святых. Удастся ли схватить пламя? Рассмотрим следующее видео в среду. Поддержите видео лайком, а также подпишитесь на канал. Большое спасибо за просмотр и всем пока.